Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь лепешку нано-барбари. Для этого с вечера приготовим опару. Для нее возьмем все указанные на экране ингредиенты, хорошо смешаем и оставим при комнатной температуре под неплотно накрытой крышкой до следующего утра. На следующее утро мы видим, что опара у нас хорошо разрыхлилась. И теперь на ней мы приготовим тесто. Для этого смешаем муку дурум, муку пшеничную. Для лепешки нам потребуется мука самая-самая слабая. То есть, если у вас есть мука 9% белка, это будет превосходно. Если 10, то возьмите ее. Но не берите муку хлебную. Берите муку максимально 10% белка. Все хорошо смешиваем. Делаем соляную суспензию. И вносим смесь из муки. Добавляем опару. Нан-барбари, иранская лепешка, означает хлеб варваров, то есть людей, которые жили около восточных границ Ирана, в Афганистане. Вот так вот хорошо покрываем опару мукой, для того, чтобы она не липла к рукам, и делим ее на небольшие кусочки. Так как мы будем делать замес руками, то желательно разделить опару на мелкие кусочки для лучшего вхождения в тесто. Говорят, что именно варвары привезли хлеб барбари в Иран. Название барбари происходит от старого пренебрежительного имени, которым называли этническую группу хазарейцев. Считается, что именно они изначально принесли традицию приготовления нано-барбари в Тегеран и другие части Ирана. Так вот все постепенно смешиваем. Очень быстро тесто приобретает довольно-таки связанную консистенцию, и с ним легко можно работать. Вы, конечно, можете использовать тестомес, но я решила сделать замес руками, так как мы имеем дело с лепешкой, и мне захотелось сделать процесс наиболее аутентичным. Сегодня нано-барбари или ее эквивалент представляют собой лепешку на основе пшеницы, которая широко распространена в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и севере Африки. Все хорошо накрываем и оставляем на 5 минут при комнатной температуре, для того, чтобы делать тесто еще более податливым в работе. Переносим тесто на рабочую поверхность и делаем замес. Делаем замес вот таким вот образом. Сначала, пока тесто еще недостаточно компактное и сильно липнет к рукам, хорошо делать замес вот таким вот образом путем отбивания. А когда тесто уже стало более связным, то вы можете перейти к традиционному замесу так, как вы привыкли это делать. А можете продолжать вот таким вот образом. Вот мы видим, что тесто у нас
получается гладкое. Именно такое состояние мы и стремимся получить. Чем ниже процентное содержание белка в муке, тем короче требуется замес. Оставляем на брожение по необходимости, по состоянию теста от 1,5 до 2 часов. Мы видим, что тесто у нас хорошо поднялось. Слегка присыпаем поверхность мукой и выкладываем тесто на рабочую поверхность. Обычно такие лепешки выпекают длинной овальной формы в виде языка, которую традиционно смазывают мучной глазурью румаль. Эта глазурь придает лепешке легкую золотистую корочку и блеск. Мука дурум, которую мы использовали в тесто, позволяет лепешке дольше оставаться свежей и не черстветь. Но вы можете использовать и любую другую муку, которая у вас есть. Мука дурум достаточно распространенный вид муки в южных регионах нашей планеты, потому что дурум произрастает там, где климат жаркий, сухой, даже где-то засушливый. Поэтому на севере Африки, на юге Италии, на юге Испании, на Ближнем Востоке мука дурум достаточно распространенное явление. Но в Средней Азии я часто видела лепешки просто на основе белой пшеничной муки высшего сорта. То есть вы можете печь так, как вам хочется. Просто мука дурум способствует тому, что лепешка дольше остается свежей, не черствеет. Поэтому вы можете решать на свое усмотрение. Придаем лепешке такую форму языка. Толщина заготовки должна составлять примерно 1,5 сантиметра. Выкладываем на пергамент для выпечки. Длина заготовки примерно 40 сантиметров. Толщина, как я уже сказала, 1,5 сантиметра. То есть это достаточно легко достичь. Тесто очень мягкое, податливое. Хорошо использовать скалку, но вы также можете просто воспользоваться руками, растянуть кусок теста при помощи рук. То есть это очень благодарное тесто, оно не требует каких-то сложных манипуляций, каких-то приспособлений. То есть вот вы видите, что мы все делаем вручную с минимальным количеством приспособлений. Раскатывая тесто скалкой или растягивая руками, все же стараемся быть нежными с тестом, не прилагать чрезмерных усилий для того, чтобы не полностью дегазировать его. Вот так вот слегка прокатываем, выравниваем. Не нужно стремиться, чтобы тесто было идеально ровным, потому что мы имеем дело с очень аутентичным древним хлебом, поэтому некоторая неровность придает особый шарм. Я вот разделила на 2 части, потому что так легче выкладывать в духовку.
Накрываем все. Сначала тканью, потом я вот прикрываю целлофаном и оставляю на брожение примерно до увеличения вдвое. Делаем смазку, крумаль. Как ее сделать, вы увидели на экране. И после того, как она у нас остыла до температуры примерно 30 градусов, смачиваем 2-3 ложками поверхность лепешек. И опять же, либо просто при помощи ладони, либо кисточкой все хорошо смазываем. Стараемся быть очень осторожным, потому что расстойка у нас уже состоялась, и мы стараемся сохранить весь накопившийся газ в наших лепешках. Все очень осторожно, касаясь очень осторожно поверхности, смазываем вот так вот и затем украшаем. Зачастую такие лепешки украшают либо смесью мака, кунжута и нигелы, что есть черный кунжут, либо просто кунжутом и черным кунжутом. И вот таким вот образом делаем углубление примерно на расстоянии сантиметр-полтора друг от друга. Стараемся достигать пальцами прямо до поверхности стола, для того, чтобы эти желобки у нас остались при выпечке, а не поднялись опять. И затем украшаем. Обычно такие лепешки пекут в тандыре, но так как тандыра у нас нет, мы будем печь в духовке. Если у вас есть камень, это будет превосходно. Если камня нет, просто в течение 1 часа хорошенечко раскалите вашу духовку вместе с противнем. Вот мы видим, что они у нас готовы. И теперь укладываем камень или раскаленный противень и выпекаем при 250-260 градусов до золотистого цвета. Лепешки, как правило, всегда подают свежеиспеченными, сопровождают спредами, хумусом, сыром, разнообразными свежими овощами. Но эта лепешка отличается тем, что за счет включения муки дурум в ее состав она дольше сохраняет свежесть, чем лепешка, испеченная просто на муке высшего сорта. Поэтому, если у вас есть возможность найти муку дурум, я вам очень посоветую это сделать. К тому же это будет наиболее аутентичный вариант. Лепешки никогда не режут, их всегда ломают или рвут, поэтому то же самое делаем. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также размещайте ссылки на это видео в своих социальных сетях. И самое главное, пеките на здоровье!